5 месяцев назад, в марте, Konami анонсировали еще один свой сборник ретро-игр, на этот раз по черепашкам ниндзя. За время пребывания Konami на видеоигровом рынке они сделали колоссальное количество игр по этой франшизе. Я надеюсь, что мне хватит жизни, чтобы охватить их все на этом канале. Оглядываясь назад, Konami уже делали переиздания старых франшиз, но делали это сами. Тогда это были Contra Anniversary Collection, Castlevania Anniversary Collection, Castlevania Advance Collection и Anniversary Collection Arcade Classics. Тогда, в 2019 они делали эти переиздания сами, и у них были некоторые проблемы. Например, с тем, чтобы сделать кнопку выхода из игры. Но на этот раз все было по-другому. Разработкой занялись Digital Eclipse. Их послужной список как раз состоял исключительно из различных сборников и коллекций. До этого они делали их для Capcom и SNK. У Digital Eclipse были проблемы с эмуляцией аркадных машин, о чем сегодня тоже пойдет речь, но в остальном игроки были довольны их сборниками. Итак, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Как только игрок запустит игру и посмотрит коротенький анимационный ролик, который сделали разработчики, перед ним предстанет меню из 3 пунктов. Обычные эмуляторы с играми, онлайн-игра и Turtles Lair. Начнем с последнего, тем более, что оно здесь выполнено лучше всего. Логово черепах представляет из себя 3D-комнату, она же является меню. Тут можно посмотреть оригинальные сканы всех коробок от картриджей и рассмотреть мануалы к ним. Но они не сильно нужны, потому что разработчики бережно все скомпилировали в удобный Strategy Guide. Также можно посмотреть рекламу тех самых игр, посмотреть абсолютно все варианты обложек комиксов по черепахам. Дальше вот вообще не понял. Посмотреть скриншоты из тех анимационных мультфильмов, что выходили по черепахам. Зачем это добавлено? Вопрос открытый. И, конечно же, Behind the Scenes. Лично для меня самое интересное. Это записки и зарисовки разработчиков и художников из Konami. К сожалению, на японском и перевода не завезли, но это реально уникальный контент, который лично я в этих ваших интернетах раньше не видел. Ну и, конечно же, напоследок можно послушать музыку из любой из игр, представленных в сборнике. С обложками, правда, какая-то беда. На всех почему-то написано Totals in Time. Информации тут много, поэтому ее можно очень удобно отфильтровать по типу контента, по конкретной игре, по персонажу и даже по транспорту. Дальше игрок, скорее всего, перейдет на вкладку Games. Там его ждет довольно красивое меню, стилизованное под страницы комикса. В нем можно выбрать одну из 13 игр, представленных в сборнике. И тут меня ждало первое разочарование. Игр с Game Boy Advance нет. Вообще. Я не очень понимаю, что не так с этими играми. Они недостаточно классические? Да нет, им уже почти по 20 лет. Nintendo не дала лицензию? Тоже нет. Игры с обычного геймбоя тут на месте. Я в упор не понимаю, в чем причина отсутствия этих двух замечательных игр. Ну ладно, забудем старые обиды и попробуем наконец во что-то поиграть. Ну вот, например, в оригинальных черепах на NES. Их все видели и все знают. Не вижу особого смысла нахваливать эмуляцию, ведь с ней справится любое ведро. Давайте лучше попробуем функции, которые разрабы сделали сами. Их не так много. Сохранение. Они есть в любом эмуляторе, куда ни плюнь. Для каждой игры вам предоставляется один файл. Перезаписывайте его сколько влезет, но второй создать никак нельзя. Strategy Guide. Это те самые подсказки по прохождению из оригинальных мануалов, которые собрали разработчики. Очень удобно, что их можно открыть, находясь прямо в игре. Далее можно выставить режим отображения картинки. Растянутый,
4:3 или мой любимый Pixel Perfect, чтобы пиксели не деформировались и картинка была как на оригинальной консоли. Ну и можно отключить рамку вокруг игры. Еще есть фильтр, но в общем лучше бы не было. Один режим добавляет горизонтальные полосы, второй вертикальные, а третий, ну вы видите. Ну что же, американская версия это, конечно, хорошо, но украинские дети в 90-х играли совсем не в нее. У нас была известная японская версия, благо в меню можно менять регионы с американского на японский и наоборот. В этом же меню можно выставить улучшения по типу убирания мерцания спрайтов или отключения замедления. В некоторых играх можно включить читы или стартануть ROM с определенного уровня. Чуть не забыл про одну важную фишку, которую Digital Eclipse потрудились добавить в эмуляторы. Конечно же, это перемотка. Когда заявляют о перемотке в эмуляторе, мне представляется перемотка на Nintendo Switch, которую Nintendo добавили в эмуляторы своих ретро-консолей. Там она была реализована просто прекрасно. Вот как перемотка работает здесь. Ты просто зажимаешь одну кнопку, и игра отматывается назад. Это важно. Когда ты уже начал перемотку, ты не можешь ее отменить или перемотать обратно вперед. Это, конечно, неприятно, но не критично. Было бы, если бы я не попытался прокрутить ползунок на начало. В какой бы игре я не пробовал перемотку, этот ползунок постоянно начинает мигать, а звук в игре зависает на одном моменте и зацикливается. Звучит это просто ужасно. Зачем было оставлять перемотку в таком виде? Опять вопрос открытый. Вдоволь наигравшись в эмуляторы, обычный игрок, скорее всего, захочет заценить мультиплеер. Тут его будет ждать до хрена разочарований. Начнем, пожалуй, сначала. Где, игры на NES? На нее вышло целые две замечательные игры, в которые очень весело играть вдвоем. Это The Arcade Game и Manhattan Project. И я не один такой задрот, которому, видите ли, не дали пару забытых игр. В эти игры играло много людей, и их любило много людей. Еще один открытый вопрос, почему они их не добавили. Ну ладно, в онлайне я сначала решил проверить черепах с Мегадрайва, ведь они мне ближе всего. Помимо них есть еще Tournament Fighters на тот же Мегадрайв и две аркадные игры. Да. Списочек небольшой. После загрузки, на первый взгляд, обычный Hyperstone Haste на двоих. Но стоит немного поиграть. Во-первых, ощутимый input lag не дает мне покоя. Да, его вроде можно изменить в меню, но я пробовал. И этот параметр влияет примерно ни на что. Во-вторых, музыка. Послушайте ее немного. Я, конечно, не эксперт в этой игре, но мне кажется, что музыка не должна так звучать. Она явно то замедляется, то ускоряется. Последней каплей становятся модельки игроков. Они тоже то замедляются, то ускоряются, то идут с нормальной скоростью. Плюс к этому попадания по врагам регистрируются как попало. Все из-за того, что хостом выступает человек, создавший игру, и задержка до его компьютера в любом случае будет ощутимой. Тем более в столь старых играх. Ну ладно, может это только с Hyperstone Haste такое происходит. Давайте попробуем аркадных черепах. Попробуем. Сейчас вы видите геймплей в аркадную игру на двоих. Сейчас на троих. А сейчас на четверых. Я не знаю, стоит ли мне вообще что-то говорить. Притом, я заходил в игру, в которой был один человек, и мы нормально играли вдвоем. Правда, секунд 10, потом зашел третий, и началось то, что вы уже видели. Я пробовал также и Tournament Fighters. В нем уже не было того, что происходило с аркадными играми, однако была та же история, что и с Hyperstone Haste. Но если Hyperstone Haste вполне можно пройти и с input лагом, и с кривыми хитбоксами, то в файтинге такие ошибки абсолютно непростительны. Итого, что же мы имеем?
Абсолютно сломанный и нерабочий онлайн, в котором и сейчас на второй день после выхода игры проблематично найти людей. А представьте, что будет хотя бы спустя месяц. Набор эмуляторов и ромов к этим эмуляторам, вялые дополнительные функции и гору уникальных дополнительных материалов. За них, конечно, спасибо, но я не уверен, стоит ли это 5 сотен гривен. И это еще и региональная цена. Американцам и европейцам сборник вообще толкают за $20. Я думаю, вы согласны, что игра получилась как минимум неоднозначной. Но решение покупать или нет все равно остается за вами. Я лично свое решение уже принял.